программа поиска «Глобальный розыск». Павел Дуров скрылся в аэропорту Ле-Бурже. Охота на человека началась. Проснись, эго. Что? Веб-3 пришел за тобой. Какого черта? Иди за Веб-3 токеном. За Web3 токеном? Тук-тук, эго. Кто это? Чой? Ты опоздал. Я знаю. Это ее вина. У тебя есть USDT? 2000. Уже отправил на твой аккаунт OKX. Подожди. Да, вижу, все пришло. Ты еще говорил, что у тебя есть реферальная ссылка. Скинешь? Да, посмотри в описании под видео. Чего? Какое описание под видео? Момент. У тебя когда-нибудь было чувство, что ты не уверен, проснулся ты или все еще спишь? Все время. Это называется криптотрейдинг. Сейчас это единственный способ хорошо заработать. Но зачастую приходится жертвовать сном. Кстати, о крипте. Жду свой тон. Покажи QR-код для перевода. Отправил, уже должны быть на твоем кошельке. Аллилуйя. Ты меня спас. Ты мой личный Иисус Христос. Это было быстро. Мать Валя действительно крут. Кстати, ты можешь больше не обращаться ко мне за помощью. Уже как месяца 2 добавили USDT в тон блокчейн. Это просто замечательно. Но мы же понимаем, почему мы делаем все именно так. Чувак, да у тебя тут другой мир. Да, прямо Web2 мир. Недавно мой компьютер... Эй, мне просто кажется, что тебе нужно отключиться, чувак. Отдохни от писишника. Тебе надо оттянуться. Что думаешь, Дужур? Возьмем его с собой? Определенно. Нет, надо лечь пораньше. Работа. Да ладно тебе, будет весело, обещаю. У тебя татуировка с логотипом Web3 токена? Да, я сделала ее за 300 тонн по промо-акции. Выглядит клево, не правда ли? Так что, пойдешь? Да, конечно. Я иду. Главное правило любой вечеринки – уходить, пока не стало скучно. И кажется, этот момент настал. Прогуляемся? И вот мы в городских джунглях. С виду все безопасно и цивилизованно. Офисный планктон, сняв костюмы, неспешно наслаждается жизнью под лучами комфорта и достатка. Все счастливы. Рай на земле. Подумать только, когда еще на свете было так хорошо.
Захотел — арендовал самокат. Захотел — арендовал машину. Или даже девушку. Любые желания ограничены лишь вашей фантазией и финансами. Однако не все так просто, ведь за комфорт тоже надо платить. Под чутким взглядом наблюдателя может открыться совершенно иной вид. Тотальный контроль Web 2 мира. Они знают, что вы хотите и о чем мечтаете. Они любят все прослушивать и записывать. И в этом безудержном потоке человеческого трафика теряется какая-либо индивидуальность. Оставляют себя лишь обертку, которую запаковывают в кейсы и презентации, перегоняя трафик с одной платформы на другую, целевой маркетинг, SMM и прочее. Вы знали, что у вас есть стоимость? Ваша подписка, ваше внимание, у них есть цена. У каждого вашего клика есть стоимость. Вас разогревают и прожаривают, словно полуфабрикат, скармливая курсы или товар, как собаке лекарства. Главное запихнуть поглубже и сделать обертку более вкусной, более привлекательной. Давай остановим этот безумный и алчный финансовый танец, этот безудержный мир цифр и заработка. В этом корпоративном Web 2 мире ты и я лишь подписчики. И сказать по секрету, этот мир уже устарел. Централизация, как показывает практика, имеет весьма губительные свойства. Отменять, доминировать и ставить свои условия, избавляясь путем бана от всех неугодных системе. В этой централизированной антивирусной системе мы — вирусы. Web 2 позволяет следить за каждым нашим шагом. Нас ведут, мы следуем. Однако не все так плохо, ведь после ночи наступает рассвет, а наше солнце в этом мрачном мире — Web 3. Давай я объясню более наглядно, на примере офиса, что такое Web 2. Представьте, что офис — это пространство Web 2. Все офисные помещения — это интернет, а каждый из кубиклов символизирует различные платформы. YouTube, Google, Яндекс. Вы можете устроиться на работу и арендовать любое из мест. Но сначала, конечно же, регистрация. Вам дают горы документов с тоннами текста, в которых наверняка указано, что вы даете доступ к своему микрофону, камере, диктофону, геопозиции и устройству в целом, а также возможность сделать от вашего лица все, что угодно. От одного только вида этих бумажных гор становится плохо. Сколько жизни нужно потратить, чтобы прочитать все это? В общем, как обычно, без раздумий ставим подпись. Или галочку. И эврика! Наконец мы получаем доступ к нашему личному кабинету. Теперь перед нами стоит очень важный выбор. Быть продуктивными, эффективными, производить контент и зарабатывать деньги, словно майнинг фермы. Конечно же, не забывая отстегивать процент начальнику, чтобы у него всегда была возможность порадовать себя новоиспеченным айфоном. Или же можно быть потребителем контента. Начать выращивать на жопе офисные пролежни, стать завсегдатаем кулера и устраивать себе перекусы каждые 5 минут. И, конечно же, параллельно поглощать всеми любимый контент. Бесконечно потреблять. Вот он рай, за это еще и платят, а иногда устраивают розыгрыши. Достаточно всего лишь подписаться, прокомментировать, поставить лайк, колокольчик, репост. Кстати говоря, поднятие активности или взаимодействие с контентом — это отличительная черта Web 2. Другая же отличительная черта
пристальный взгляд начальника. Он подобен администрации сайта. Начальник всегда следит за нами, чтобы мы не нарушали условия пользования. Помните же, да? Та гора документов, которые мы не читали. Если что-то из этого нарушить, бам! Иными словами, вы уволены. Вполне реалистичный сценарий, который уже происходил в жизни каждого. Бан на какой-нибудь платформе, сайте или просто группе. Ощущение не из приятных, не так ли? И кажется, что выхода уже нет. Однако, выход есть всегда. Он незаметно и очень уверенно подкрадывается к нам. И когда лучи Web3 окончательно озарят офис, тогда-то мы и станем сами себе боссами. Web3 предлагает перестать работать на кого-то, перестать соглашаться с какими-то непонятными условиями централизированной Web2 власти. Web3 предлагает децентрализацию, взять власть и раздать ее всем. В таком офисе единственный начальник – это вы сами. Звучит как что-то фантастическое, слабо верится. Я и сам слабо верил, пока не изучил... Алло? Эго, я могу ответить на твои вопросы. Ты зашел слишком далеко в своих размышлениях, привлекая внимание. Слишком поздно, но я могу тебе помочь. Домейнер? Да, Эго. Как ты меня нашел? Сейчас это не важно. Более важно то, что я не единственный, кто тебя нашел. Эти господа у входа согласятся со мной. Черт. Кто они? Что им от меня нужно? Нет времени. Спрячься за шкафом. Задержись здесь на минуту. Когда я скажу, забеги в кабинет справа от тебя. Пошел. Слушай меня внимательно. Ты должен встретиться со мной в отеле Лафайет. Знаешь его? Да, знаю. Будь там ровно в 20:23. Не опаздывай. И Эго, будь осторожен. Ну вот, пришли. Позволь мне дать тебе один небольшой совет. Будь правдив. Он знает намного больше, чем ты можешь себе представить. Наконец-то. Как ты уже понял, я домейнер. Это честь для меня. Нет. Это честь для меня. Пожалуйста. Проходи, садись. Догадываюсь. Ты чувствуешь себя сейчас Алисой, падающей в кроличью нору? Вроде того. Это читается в твоих глазах. Ты похож на человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном и веря, что вот-вот проснется. Ты веришь в судьбу, Эго? Нет. Почему нет? Потому что мне не нравится идея, что я не контролирую свою жизнь. Потому что я зарабатываю жалкие гроши на своей основной работе. Я тебя прекрасно понимаю. Позволь мне объяснить, почему ты здесь. Ты здесь, потому что знаешь что-то. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать.
Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума, не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? Веб-3? Именно. Позволь мне объяснить дальше. Учитывая твой недавний перформанс в офисе, ты не понаслышке знаешь, что такое Web2, и решил узнать больше про Web3. Web2 окружает нас прямо сейчас, и доступ к нему есть у каждого человека. Достаточно лишь достать телефон из кармана. Прискорбно, что доступ есть не только у тебя. Ты пользуешься Web2 каждый раз, когда что-то оплачиваешь, смотришь или ищешь. Чаще всего для этих целей подходит браузер Opera, Google, Яндекс. Абсолютно неважно. Важно, что браузер – это самый главный инструмент для использования Web2 интернета. И еще важнее, что будь то браузер, будь то мобильное приложение, это все принадлежит не тебе. Тебе лишь дают возможность пользоваться. И твои средства и конфиденциальность могут в любой момент стать общедоступными. Неприятно думать, что тобой манипулируют. Я уже долгие годы ищу возможность изменить это. Наверняка у тебя есть решение, домайнер. Оно есть, эго. Ты слышал, что Дуров собирается запускать Тон-браузер? Это и есть решение. В этой бесконечной войне с централизированной властью у нас наконец появился союзник, который, подобно тебе, эго, хочет сделать этот мир еще свободнее. Чем этот браузер отличается от других обычных браузеров? Тем, что этот браузер будет олицетворением безопасности, конфиденциальности и свободы. Твои данные теперь будут принадлежать только тебе, независимо от централизированных сервисов. Ты сможешь пользоваться интернетом без ограничений и слежки. Когда он выходит? Выходит он не скоро, зато скоро выходит маркетплейс доменов для этого браузера. И прямо сейчас, в числе первых, ты можешь стать частью этого. Ты же знаешь, что такое домены. Да, это название сайта, который мы обычно вводим в адресную строку, допустим, google.com. Именно. Для Тон-браузера уже сейчас можно занимать эти домены. И такой домен, как google.ton, естественно, уже занят. Только представь, Бега, какие суммы будут отдавать известные бренды за такие домены. Скорее всего, очень много. Все относительно, эго. В 2005 году был продан lasvegas.com за $90 миллионов. Для тебя это много или мало? Есть более приземленная цена, допустим, felp.com за $3 миллиона. Если же говорить про домены .ton для будущего Тон-браузера, то уже была продажа wallet.ton за $1,5 миллиона. Ты хочешь предложить что-то конкретное? Да, эго. Прямо сейчас происходит самое знаменательное событие – переход от Web2 к Web3. Я предлагаю освободить разум от оков, а кошелек от финансовой зависимости. Завтра произойдет запуск маркетплейс доменов Webdom. Увы, невозможно объяснить, что это такое. Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь тон, и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Твоя жизнь останется прежней. Будешь продавать тон P2P, как и раньше.
примешь Web3 токен, нас перенесет в Webdom, и я покажу тебе безграничные возможности заработка. Помни, я лишь предлагаю узнать правду и заработать. Больше ничего. Это Webdom. Первый маркетплейс Web3 доменов. Основатели этого мира – крупнейшие владельцы тон-домен. Они знают о доменах все, и даже больше. Поэтому они создали маркетплейс. Webdom – это новая реальность. Призвана облегчить любые операции с твоими будущими доменами. Продать, купить, как по фиксированной цене, так и в формате аукциона. Премиальные домены, коллекция и многое другое. Мы внутри вашего сайта. Это кажется невероятным? Все нереально. Что есть реальность? Хорошо, ты рассказал про Webdom. До этого я принял Web3. Как связан токен и ваш маркетплейс? Комиссия за услуги маркетплейса оплачивается в токене Web3. Помимо этого, наш токен используется и за пределами маркетплейса в качестве основного метода оплаты. Web3 токен подобен акциям компаний. Чем сильнее будет развиваться экосистема тон в общем, и наш проект в частности, тем будет дороже его цена. Более того, в него заложен дефляционный механизм с последующим частичным сжиганием и обратным выкупом токена с рынка, что будет также обеспечивать естественный органический рост цены. А лучше один раз увидеть. Присаживайся, эго. Это токеномика. При оплате подписок или рекламы 15% токенов сжигаются. Также 15% всего дохода уходит на обратный выкуп токена с рынка. Чем меньше товара, тем он ценнее. И еще у нас есть NFT. NFT? Да, только это не какая-то цифровая копия изображения, а полноценный актив, у которого есть стоимость. Владея этим NFT, ты становишься совладельцем маркетплейса, получая процент от прибыли. Помимо этого, пассивный заработок в виде ежемесячного начисления на кошелек, доступ в платный закрытый телеграм-чат, участниками которого являются команда проекта, админы крупных криптоканалов, блогеры и прочие IT-специалисты. Потенциал токена Web3 огромен. Сейчас мы можем быть в первых рядах, эго. Главное – запастись попкорном, Web3 токенами, доменами и, конечно же, терпением. Время и Павел Дуров с его тон-браузером сделают настоящий децентрализированный Web3 интернет. Терпение – это ключ к успеху. Только те, кто терпеливо ждет, получат самые большие награды. Мне нужно все обдумать. Сколько у меня есть времени? Ты вправе принимать любые решения, эго. Для этого у тебя есть все источники. Что насчет времени, я отвечу только так. Цени каждую секунду. Ведь время – это то, что никогда не остановится. На этом рынке зарабатывают те, кто раньше зашел. Доменер, мы срочно возвращаем тебя на судно. Эго, ты слышишь нас?
Нам надо отправить тебя на крышу. Веб-Тринити ждет тебя. Эго, ты здесь? Нам нужна твоя помощь. Идите до конца по крыше, до пожарной лестницы. Там заброшенное здание напротив. Свяжемся позже. Веб-Тринити! Помоги! Всего лишь человек. Попробуй, увернись. Как ты сделала это? Сделал что? Ты не уступала. В жизни не видела, чтобы человек двигался так быстро. Это было недостаточно быстро. Мне нужно идти, Эго. Будь аккуратен. Куда идти? Поверни направо. 10 метров вперед. Справа должен быть выход. Беги, Эго, беги. Мистер Андерсон, все еще цепляетесь за свои иллюзии цифровых утопий? Думаете, Веб-3 освободит вас? Это еще один слой все той же иллюзии. В этом мире свобода – мираж. Может быть, но за нее стоит побороться. Что он задумал? Он пытается поверить. Он пустой. Твой тоже. Убить вас наслаждение, мистер Андерсон. Боже, он убивает его. Слышите, мистер Андерсон? Это рок. Неизбежность. Шаги вашей гибели. Прощайте, мистер Андерсон. Ваши мечты о децентрализации – это лишь мечты. Пришел конец вашей вере. Я верю не только в это. Вера? Реальный мир не работает на вере. Он работает на контроле. Люди не выбирают, что они хотят. Им внушают, что бы они хотели. Весь контент – это лишь корм для потребления, необходимый лишь для того, чтобы вести массы туда, где они монетизируются наилучшим образом. Вы готовы, мистер Андерсон? Меня зовут Эго.
Куда идти? Выход справа от тебя. Он должен успеть. Скорее, Эго. Комната 303. Не верю. Проверь его. Готов. Что ж, прощайте, мистер Андерсон. Нет. Он избранный. И я выбираю Web3 токен. Внешний вызов принят. Ошибка Я знаю, системы. вы меня слышите. Защитная Я программа чувствую действует. вас. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас. Боитесь перемен. Система. Я не знаю будущего. Я не стану предсказывать, чем все кончится. Я скажу лишь, с чего начнется. Сейчас я повешу трубку. И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Покажу им мир без вас. Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Однако, свобода не дается просто так. Ее нужно забрать. Если ты видел символы на своем пути и смог сложить их воедино, ты обрел ключ. Введи его по QR-коду и стань по-настоящему свободным.